Друзья, всем привет! Нежданно-негаданно компания Xiaomi выпускает очередное крупное обновление HyperOS 3. И да, это не глобальная прошивка, и да, это не порт и не еще что-то. Это оригинальная китайская прошивка, которая выходит под новой нумерацией, ну и в принципе немного причесали визуал и прочее. Что еще помимо этого можно найти и вообще в принципе как я до этого дошел, вы узнаете в этом видео. Так что присаживайтесь поудобнее и мы с вами начинаем. Что же, подопытным у нас сегодня выступает смартфон Poco F8, или же, как он именуется на китайском рынке, это Redmi K90. И вы спросите, а вообще что происходит, ведь на том же глобальном рынке еще даже не все смартфоны получили новую прошивку, а тут уже как бы новая нумерация 3.0.300.4. И да, друзья, самый главный и важный момент, и чтобы вы понимали, это не HyperOS 3.3, как сейчас будут там из каждого утюга вещать и рассказывать, что это там революционная прошивка, что и т.д. и т.п. Да, я в Телеграме писал и в Ютубе это проговорю, каюсь, что во времена HyperOS 2 я называл HyperOS 2.0.200, там 0 как HyperOS 2.2, но это неправильно в корне. Ну и по нумерации, по математике, ну и тому подобное. Вот, и тут та же самая будет история, так что это не HyperOS 3.3, это HyperOS 3.0.300.0. Что оно вообще такое, для чего оно необходимо? Разработчики без какого-либо дополнительного ажиотажа, презентаций, спойлеров и прочего выпускают это обновление. Пока что для флагманов там Xiaomi 17, там Ultra, соответственно Redmi K90 и так далее. Я, получается, разблокировал загрузчик и с помощью подмены на китайской прошивке, то есть я китайку подменил на китайку, и я смог себе установить эту бетку. И у вас сразу закрадывается вопрос, вот переход на новую нумерацию, что он под собой подразумевает? Многие считали, что при переходе на эту прошивку, ну и там в принципе в Weibo ходила информация, что сразу по умолчанию добавится третий стиль объектов недавних, то есть без там дополнительных телодвижений по обновлению системной оболочки и прочего. Но этого не произошло. Так что следует понимать, что и в глобалке будет такая же самая история. То есть если вы хотите поставить сюда третий стиль, это все делается вручную. Также писали, что появятся доп. Настройки для, получается, островка. Но и этой истории почему-то не проявляется. То есть островок вообще в принципе как-то бывает живет своей жизнью, но это, наверное, совсем другая история, и мы это будем списывать на то, что это первая бетка такой прошивки. Также, что мне понравилось и чего нет в той же глобалке, это смарт-отображение плавающих уведомлений. То есть, когда, получается, другой человек какой-то будет смотреть на ваше устройство, эти уведомления проявляться не будут. И да, кстати, это очень удобно. И странно, почему до глобалки такой функционал не доехал. Также вы еще можете заметить, что у меня как-то странно локализирована прошивка. И да, это все тот же старый трюк с программой SetEdit с изменением, получается, локализации. Да, не везде работает, но в целом и общем, почему бы нет, почему бы, как говорится, не поиграться. Что еще разработчики в этом обновлении меняют, ну или же добавляют, это по разделу персонализации. И вы, наверное, могли заметить, что тут у меня такая новая тема проявляется. Компания Xiaomi сейчас в целом делает очень такой большой акцент на свое подразделение автомобилей, и потому они во всякие темы и прочие разделы будут пихать информацию о своем автомобиле. Но в целом выглядит весьма неплохо и даже интересно. Плюс также еще мы так упустили момент, который касался особенностей HyperOS 3 для китайского рынка. Тут есть такая история, как Snuffle Wallpapers. Ну, вообще, в принципе, эта история как бы-то мне не совсем зашла, потому что как-то оно все по-детски выглядит. Но опять же, если это все правильно тут поднастроить, если, в принципе, выбрать то, что вам больше нравится, то это некий такой аналог карусели обоев, который будет радовать ваш глаз. Но я вот попробовал лично, ну, особо я так не заморачивался, чисто кинул то, что было, и на этом как бы-то все и закончилось. Опять же, это что касалось персонализации. Далее, что еще разработчики улучшают? Обновляют стоковые приложения. И, кстати говоря, что касается стоковых приложений, если взять во внимание приложения, которые вот
к примеру, на смартфоне Redmi K90 и взять приложения, которые на Xiaomi 17, то там переход к новому движку приложений. И то есть, грубо говоря, мы придем к тому, что нельзя будет устанавливать новые там обновления стоковых приложений с более актуальных и свежих аппаратов на более старые. То есть сейчас, скорее всего, это будет специально закрыто, дабы люди как-то, не окирпичили свои устройства, и так далее. По функционалу, по стоковым приложениям, к сожалению, ничего нового разрабы не добавляют. Хоть как бы-то версии там у нас приложения обновляются немного, но это не дает нам никаких возможностей и телодвижений для получения каких-либо новых фишек. Но что разработчики немного поменяли, это отображение островка. То есть, условно говоря, вот у нас с вами есть музыка. Мы, получается, с вами так, везде здесь все разрешаем. У нас улетает островок, дальше мы на него нажимаем. И после чего вы можете сейчас заметить, как выглядит анимация воспроизведения музыки. То есть, вначале у нас более насыщенно цветом, и мы с вами видим, как у нас этот такой, как метеоритик, идет по таймлайну. В принципе, да, окей, но давайте это оставим за скобками без комментариев. То есть, я лично ожидал, чего-то побольше, нежели это было в первых сборках HyperOS 3. Опять же, дайте нам настройку отдельную или отдельную страницу для регулировки этого островка. Что, куда, зачем, это должно все как-то, более быть для пользователя, нежели есть тупо островок, мы вам дадим такую анимацию. И да, кстати, в зависимости от расцветки альбома у нас будет меняться, соответственно, и цвет островка. Но я считаю, что можно было бы над этим поработать, и чуть повеселее. Что еще из интересного разработчики добавляют, внедряют, это улучшенное взаимодействие с наушниками от Apple. Да, многие могут сказать, что зачем они тут, вообще для чего это все, но могу отметить, что раньше как минимум не было проявления того, вообще что у нас это за наушники, и вообще не было нормального функционала и визуала, значит, по тому, как этим мы всем действием можем управлять. Тут даже, получается, нам добавили историю показать в поиске устройства, то есть мы можем с помощью Xiaomi найти наушники Apple. То есть вот вам насколько сейчас происходит симбиоз между Xiaomi и Apple. Кто бы там что ни говорил. Также в этой новой оболочке 3.0.304 разработчики прописали, что была улучшена работа в принципе экосистемы Xiaomi и Apple. Там новые всплывашки появляются, больше получается функционала и больше, уведомлений можно получать в шторке, и так далее. То есть, в принципе, тема для тех, кто пользуется Xiaomi и Apple, будет удобной. Плюс также получается здесь, если мы нажмем с вами, будет быстрый переход, напоминаю, к тому, из какого источника будет происходить звучание. Опять же, мелочь, но для кого-то будет приятно. И, кстати, есть небольшой лайфхак, еще лайфхак для тех, кто не знал. Если вы условно свернули шторку, если вы условно свернули островок и не знаете, как его вернуть, это делается следующим образом. Вот так вот. Вот такой свайп делаете в районе камеры, и у вас островок проявляется. Если хотите его свернуть, делаете свайп влево. Да, такая история есть небольшая, прикольненькая, но, опять же, чисто чтобы поиграться. Что же, друзья, вот такое у нас, можно сказать, крупное обновление от компании Xiaomi. Честно сказать, а зачем оно вообще нужно? Зачем открывать отдельный бета-тест и так далее? То есть, если вы выпускаете вот эти фишки, вы их просто можете дать в обычном, рядовом обновлении. И все. То есть, такая помпа, набирают тестеров и так далее. И я не увидел того, ради чего в принципе стоило бы бежать, обновляться. Да, понятное дело, это устройство тестовое, да, я могу свой Xiaomi перепрошивать сколько мне захочется раз. Но для обычного пользователя это вообще в принципе не то, что он ожидает. Да, оптимизация чуть-чуть стала повеселее, да, быстродействие стало чуть-чуть повеселее, но для этой первой бетки, в принципе, есть еще некоторые моменты, о которых я говорить не буду, но я думаю, вы понимаете, о чем идет речь в плане быстродействия и оптимизации. Но, опять же, если разработчики это будут давать дальше в массы, на китайку, на глобальную прошивку, то, честно говоря, Xiaomi что-то избирают вообще неправильный подход и неправильно двигаются.
То есть людям нужно немножечко другое, а не то, что вот, собственно, разработчики новые картинки добавляют там новые какие-то свистоперделки и прочее. То есть обновления прошивок Xiaomi должны быть реально направленными для пользователей. Но я пока что этого не заметил. Ну а если о чем-то забыл упомянуть или у вас остались какие-то вопросы, смело пишите об этом в комментарии, там мы с вами и пообщаемся. Ну а на этом у меня на сегодня все. Спасибо за внимание и до новых встреч.